Добрый день, друзья! Пятница, 2 декабря. Приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники: YouTube канал, Telegram канал. Приступаем к аналитике. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Многие трейдеры стараются закрыть все свои позиции, чтобы не переносить их на выходные дни до понедельника. Сегодня в 2 часа ночи закрываются торги на Чикагской товарной бирже. Рынок криптовалют уходит на выходные дни с низкой волатильностью. Сегодня достаточно важный экономический календарь. Нельзя не сделать на него замечание. В 16:30 нас ждут две важные новости по статистике американской. Это количество занятых в сельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. Соответственно, это будет, конечно, все оказывать свое влияние на участников рынка. В моменте мы видим, индекс доллара продолжает свое поступательное нисходящее движение и пробил очередную поддержку на уровне 105 пунктов 35. Сейчас мы пробили еще одну поддержку 104,6 пункта. Фактически мы пытаемся пробиться вот к этой поддержке, которая стоит на отметке 103.83. Соответственно, мы видим, падающий индекс доллара оказывает поддержку всему фондовому рынку Америки. И мы видим, как в этот момент крипта стоит фактически на месте. Что, в принципе, само по себе достаточно странно. И она должна как бы догонять эти инструменты. Но пока биткоин зажат в узком диапазоне. Если посмотреть стаканы заявок, то мы видим, что биды аски, они в принципе прижались друг к другу. То есть у нас стоит одна муха на 16970 на бирже Binance. Она то появляется, то пропадает. Снизу подперли цену достаточно такими увесистыми заявками: 16955, 16936. В общем-то, участники пытаются понять, куда им толкнуть этот рынок. С другой стороны, на Bitfinex мы видим отметки 17050 сдерживающие и 17079. Пока, скажем так, сохраняется некий паритет. Видно, что цену зажали в узкий боковик. И наша задача понять, куда они будут выносить эту цену. Вчера я рисовал эту разметку. В принципе, она глобально не поменялась. То есть у нас есть восходящая пятиволновая структура наверх. Сейчас у нас развивается коррекционная структура ABC. Есть волна АБ, но вот волна С все никак не разродится. Будет ли она волной С или у нас пятая волна, вот эта, которая здесь, может быть, она куда-то туда будет рисоваться. Соответственно, меняя всю структуру наклонную поддержки, ее можно будет перенести сюда. Но пока я смотрю за развивающимся поступательным движением. И пока график ответа мне четкого не дает. То есть у нас есть уровень определенной поддержки. Цена от него отбивалась несколько раз. 16860 по бирже Binance. Сверху пока, можно сказать, нас удерживает вот эта наклонная линия сопротивления штриховая. Соответственно, тут можно сделать два вывода. Если мы будем подходить к нисходящей вот этой вот поддержке нашей, мы можем все шансы иметь на ее пробитие и дальше идти к другим уровням поддержки, которые находятся на уровне 16700 долларов. А если на отдалении взять, то это где-то отметка 16600 долларов, которая нас долгое время держала как сопротивление. Сейчас она у нас выступает зеркальным уровнем поддержки. Соответственно, какие-то более глобальные выводы можно будет сделать в тот момент при пробитии либо данной поддержки на 16860-50 долларов, либо на пробитие этой наклонной линии, ретесте и дальше поход наверх. Что касается более среднесрочного взгляда на рынок, мы с вами понимаем, что у нас, во-первых, вот это все нисходящее движение, которое мы здесь скопились, отрисовывали новые локальные минимумы. Мы в данный момент времени поглотили импульсом все то, что у нас с вами было накоплено вот в этой зоне.
То есть определенная зона стопов была здесь снята. Соответственно, понимая, что многим участникам рынка хотелось бы увидеть движение и снять ликвидность сверху, то мы можем посмотреть на других таймфреймах. Видно, и вчера мы уже это тоже обсуждали, вчера, позавчера. То есть, ну да, мы пришли на отметку 17 200 долларов, сделали легкий закол. Но мне кажется, основной интерес снять ликвидность, которая стоит выше. Это 17 500-600 долларов. Это 18200. А мы видим, что такое уровень 18200. Это такой же зеркальный уровень сопротивления, который в данный момент времени у нас присутствует. Соответственно, мы понимаем, что те участники рынка, которые цеплялись в шорты, их основные стопы стоят за этими уровнями. Да, мы получили пятиволновочку наверх, но опять-таки пятая волна, она может иметь место продолжения, ввиду того, что фактически мы 2 дня стоим в этом боковом диапазоне. Ну, пока намека, в какую сторону мы пойдем, совершенно нет. То есть мы видим, что текущая 4-часовая свеча, она в такой зоне неопределенности у нас находится. То есть мы вроде бы как сходили вниз, отбились, пошли, сходили наверх, и сейчас торгуемся в середине этого диапазона. Ну, соответственно, у нас есть два сценария. Либо мы здесь пробиваем, идем тестировать нижнюю поддержку, либо мы пробиваем вверх и идем вверх. По битку, я думаю, локальную ситуацию рассказал, потому что все остальное мы будем смотреть на коротких таймфреймах, которые будут давать нам какие-то более детальные ответы на наши вопросы. Давайте посмотрим на эфир. Эфир имеет достаточно схожую структуру. Мы видим, что у нас была такая же пятиволновка наверх. Мы получили коррекционную волну А, Б. Дальше у нас идет либо развивающаяся коррекционная волна С, которая опять-таки не получила своего дальнейшего продолжения, либо у нас будет иметь место восходящая пятая волна, да, которая просто будет такая растянутая и с походом куда-то выше. Опять-таки по эфиру зона ликвидности у нас находится выше вплоть до 1300. Сейчас посмотрим. Основные уровни, да, которые могут интересовать. 1350. Более значимый уровень, где находится опять-таки определенная зона ликвидности. Да, мы видим по осцилляторам, что у нас есть некая перекупленность. Мы видим, в принципе, загибающуюся волну на чудесном осцилляторе Билла Уильямса. Да, то есть мы сейчас пока находимся в красной зоне. Но на коротких таймфреймах, если посмотреть, видите, часовик почти разгружен. То есть мы находимся за половиной, да, этого зоны перекупленности. То есть, в принципе, по индикаторам мы разгружены. То есть рынок ожидает очередной какой-то импульс. То есть, как мы знаем, рынок растет импульсами. Да? Импульс, коррекция, импульс. Либо тест той зоны, откуда начался импульс. Да, у нас есть определенные уровни, которые интересуют для покупок. Это уровни начала восходящих импульсов. Они у нас находятся вплоть до самых наших низин. Но понимаю, что в принципе мы уже стоим почти сутки в этом диапазоне. И пока никакого движения поступательного, импульсного нет. Соответственно, надо ожидать прорисовки какой-то более внятной картины для того, чтобы понимать, куда они хотят затолкать этот рынок. Я понимаю, что в 16:30 у нас появится определенная волатильность на рынке. Возможно, рынок будет до этого времени находиться в боковом движении. Но опять-таки, для более безопасных каких-то покупок надо рассматривать импульсные формации, которые могут нам говорить о направлении тренда. То есть пока по эфиру у нас в частности есть уровень такой же сопротивления, которого держит цену локально. Это 1285 долларов, да, поэтому при пробое данного уровня закрепления хотя бы на нескольких часовых свечах можно понимать, что мы будем целиться в область 1350 долларов для того, чтобы снять определенную ликвидность. Рынок устал тоже постоянно снижаться, поэтому ликвидность надо снимать для того, чтобы разгружать этот рынок.
Дальше уже мы можем получить по тому же биткоину и нисходящее движение. Мы можем получить его уже как и отсюда, условно говоря, и начало снижения, да, и вот эта вот зона, которая у нас тут нарисовалась, она может быть хорошей зоной для набора шортовых позиций. Но опять-таки пока нету четких импульсов на покупку или продажу, говорить о начале, допустим, смены среднесрочного тренда на нисходящий вот сюда, но пока это делать преждевременно. Друзья, я думаю, что рассмотрели мы краткосрочную картину. То есть работаем от импульса, работаем от понятного направления. Понятно, что основной тренд будет задавать биткоин. Куда биткоин пойдет, за ним пойдет весь рынок. Это будет наш основной драйвер и дирижер управления всем происходящим на этом рынке. Ввиду того, что индекс доллара пока получает у нас поступательное нисходящее движение, а фьючерсы американские подрастают, есть шансы увидеть определенный перехай. Тем более там есть определенная ликвидность, которая интересует крупный капитал. Пойти и снять ее, это, скажем так, для них самый простой способ заработка на этом рынке, и не надо мучиться. Это мы с вами думаем, куда рынок будет двигаться, а они четко это понимают, и наша задача просто словить это движение. Но опять-таки делать это надо на достаточно безопасном для себя, во-первых, объеме входа в сделку, во-вторых, надо каждую сделку защищать стопами. Все, друзья, всем удачи, всем профита, всем пока, все остальное в телеграм-канале. Хорошего дня.